Камера видеонаблюдения из магазина AceCam. Модель камеры на наклейке, вся практически информация. Приложение также есть, QR-код для скачки. И это приложение CamHi, CamHi Pro. Это тот ценовой диапазон камеры в пределах $200, за который ты получаешь полностью универсальную камеру, которая устроит тебя во всех моментах. Качественная картинка Sony Matrix 8-мегапиксельный вариант, дальнобойный вариант, и камера может работать ночью и видеть там на больше 100 метров в полной темноте. Слежение, приближение человека, все это в этой камере есть. Это та камера, которую люди спрашивают. Хорошее качество за небольшую цену. $200, чтобы вы понимали. Это небольшая цена для качественной камеры видеонаблюдения на сегодня. Поэтому ссылку я оставляю. Переходите сразу после обзора, кому интересно. И на Алиэкспрессе приобретайте, приходит быстро. Кронштейн уже небольшой. Такие камеры привыкли видеть. Просто вот огромные такие бомбы висят на стенах или где-то там на столбах. Люди всегда удивлялись, ого, ничего себе. Они уже стали меньше, намного меньше, но функционал и качество их осталось. Понятно, что в таких корпусах могут быть с различной начинкой камеры, но в этой камере именно тот вариант недорогой и качественный. Так, наклейка AceCam. Ну вот, она небольшая, она совсем небольшая. Так, сразу можно проверить. Нет, по кругу она не вращается. Упор есть, наклейка есть. Задняя часть. Ну, а передняя часть это вот где у нас наклейка. Да, вот так оно. Это металл. Ну и своеобразное охлаждение все равно должно быть. И белая камера не так нагревается на солнце. Эта камера полностью может устанавливаться под открытым небом. То есть не надо ей никакие будки делать, ящики. Все тут герметично, все продумано, вот все залито. Даже в том месте, где и кронштейн будет прикрывать ее, все равно тут все вот герметично. Пластик, все пластик, но пластик качественный. Все модули, где установлены, вот эта вот часть металлическая. Светодиоды различные установлены, белые, под разными линзами, инфракрасные, лазерные, дальнобойные. Все здесь есть. Фотоэлемент, переводящий камеру в ночные режимы, микрофон, динамик и варифокальный объектив. Может быть камера с приложением CamHi такая, может быть камера с приложением XMI, ICC и с различными другими приложениями. Камеры с виду одинаковые, начинка может быть с прошивками разные под разные приложения. А объектив вот такой вот практически во всех камерах установлен. Камера имеет Wi-Fi. Так, а где же Wi-Fi антенна? А, вот она, да. Смотрите аккуратно, чтобы вы коробку не выкинули. Может там что-то еще есть, но, наверное, нету. Wi-Fi антенна. И это универсальный вариант камеры также по подключению. Ты можешь подключить ее по Wi-Fi, ты можешь подключить ее по кабелю с 12-вольтовым блоком питания. Например, у тебя 12-вольтовая система там с бесперебойниками, со всеми делами. Вот этот разъем еще и под заглушкой такой он. Чего заглушка? Ну, с расчетом на то, что ты его не будешь использовать, а будешь подключать камеру еще плюс по POE. Встроенный POE есть 48 вольт по одному кабелю. По POE несколько вариантов. Также подключение к POE коммутатору, к POE блоку питания или же к POE видеорегистратору напрямую одним кабелем. По 12 вольт. Также несколько вариантов подключения. 12 вольт Wi-Fi, 12 вольт и кабель к роутеру. Продеваем кабели в кронштейн. Алюминиевый сплав, как видите, толстый. Все предусмотрено. Крепежный элемент, кстати, смотрите, предусмотрительно идет также мощные дюбели и винты. Хотя камера уже не настолько тяжелая, как ее старшие, так сказать, сестры, которые были раньше очень огромные, тяжелые. Но все равно крепежный элемент нормальный. Отпускаем винты. Винты должны в вот этот паз заходить. И тогда происходит фиксация. Тут ты можешь кронштейн уже поворачивать как хочешь и фиксировать его при этом. Если нужен Wi-Fi тебе, то ты можешь эту камеру с Wi-Fi заказать, потому что есть такие варианты камер без Wi-Fi. Если ты не рассчитываешь по Wi-Fi подключать, то зачем тебе переплачивать за камеру с Wi-Fi, с Wi-Fi модулем?
Можешь заказать такую, чисто по POE, по кабелю она будет работать. Прикручиваю антенну. Ну и слот для карты памяти находится в этом месте. Здесь какое-то даже предупреждение. Так, винты, интересно, с фиксацией, наверное, без. Так, да, винты теряются. Будьте осторожны. Проверьте прокладку, наверное. Прокладка есть. Силиконовая, вот по периметру. И слот для карты памяти. Что там еще? Кнопка сброса к заводским установкам также есть. Там по модульно вон все собрано. Куча модулей, камера-конструктор. Устанавливаю карту памяти. До 128 гигабайт поддерживает. Поставлю на 64. Камера имеет протокол, формат сжатия H265, поэтому видео сжимается, остается в хорошем качестве, но сжимается. И меньше занимает места на карте памяти. Не знаю, на 64 поставлю. Где-то, наверное, на 8 дней нужно рассчитывать сохранение видео. Продавец рекомендует эту камеру подключать блоком питания 12 вольт. Если по 12 вольтам будешь подключать, 5-амперным. Я подключу 12 вольт 2-амперным на время теста. Она-то работать будет, но в ночном режиме, возможно, не будет хватать этого блока питания. Ну и если тем более ты будешь пускать какой-то удлинитель, длинный кабель, то лучше брать блок питания с запасом. Ну вот как рекомендует продавец. Кстати, есть у него на продаже такой блок питания. Можешь сразу заказать, и он тебе придет в комплекте. Если ты будешь подключать камеру по 12 вольтам, ну по Wi-Fi, если у тебя нету POE и не рассчитываешь ты в дальнейшем на POE. Подключать также можно и по POE одиночными блоками питания. Скорее всего 48 вольт 0,5 ампера не подойдет этой камере. Наверное, нужно где-то 1-амперный брать 48-вольтовый. Или POE-коммутатор потянет эту камеру. Антенну накрутил, карточку поставил, блок питания. Подключаю в розетку. Идет тест. Калибровка поворотного устройства. Все по стандарту. И пока камера калибруется, ты уже поставил приложение CamHi Pro на смартфон. Вот оно, CamHi Pro. И открываешь его. Прошел ты уже регистрацию. Свой аккаунт у тебя есть. Список устройств у тебя без камер или же с камерами, если у тебя уже есть эти камеры. Также тестируется и варифокальный объектив. Движение его видно при тесте. Условие какое? Смартфон твой должен подключен быть к тому же роутеру, к которому подключаешь камеру. Жму плюс по стандарту. Буквально прошлый видеообзор у меня был по камере CamHi, но низшего ценового диапазона, без оптического зума. Но там классно камера и людей отслеживает, и автомобили, и животных даже. В пределах она стоит там $60. Кому интересно, ссылку на тот видеообзор дам. Там и ссылка на камеру есть. Если по кабелю, здесь все можно и по кабелю выбрать. Если новое устройство, то новое. Если подключенные, то кабели можно включить. Следующий шаг. Нет доступа к сетевому кабелю. Подключаем по Wi-Fi. Перейти к добавлению. Сканирую QR-код с наклейки на камере. Вот она здесь. Да. Подключиться. Процедура камхаевская. По Wi-Fi напрямую подключается смартфон к камере и обменивается данными. Сейчас я введу пароль роутера. Передаст камере пароль роутера. И она подключится к роутеру уже по Wi-Fi. И через роутер я на нее буду заходить. Вот. В этом случае я жму поиск, выбираю нужный мне роутер и прописываю его пароль доступа к Wi-Fi. Жму настройка сети и добавление устройства. В общем-то, не в 2 клика это все происходит, как, например, с приложением ICC. Там в автомате вообще все подключается. Но здесь вот так, несколько. Вот такая истерическое подтверждение. Вот такое жму. Имя можешь сам написать. Все, готово. Захожу на камеру. Пароль. Понятно. Нужно будет и никуда не денешься. Новый пароль создать. Старый пароль, кстати, логин админ и пароль админ по умолчанию. Вводишь пароль, пишет, что не годится. Сложный пароль. Заглавные буквы должны быть и разные цифры. Легкие пароли не пропускает.
Так, ну тут по стандарту подсказки, понятно, что делать. SD качество, HD качество уже что-то определяет. Повороты. Ну, Камхай приложение разобраться не тяжело, оно с переводом на понятном языке. И зумирование. Ну, здесь, во-первых, светят, есть светильники в глаз прямо. Выношу на улицу камеру. И чтобы вы понимали, это даже видно сразу здесь. Изначально фокусное расстояние 4 и 4,7, кажется, миллиметра. То есть изначально на минимальном зуме угол не широкий. Не рассчитывайте, что широко. После подключения любого, ну то есть по Wi-Fi. Да, по Wi-Fi, потому что если сразу по кабелю подключишь, и потом она на Wi-Fi не переключится автоматически, потому что нужно, чтобы ей поделился ты с ней паролем Wi-Fi. Вот если я сейчас по Wi-Fi ее подключаю кабель, она будет работать по кабелю, отключаю кабель, так как она уже автоматически роутер запомнила, она переключится по Wi-Fi на роутер. Поэтому по Wi-Fi подключил, можно в дальнейшем ее подключать и по кабелю. Она будет работать по кабелю, по POE, 48 вольт по одному кабелю. Wi-Fi автоматически задействоваться не будет. Отключил кабель, она ищет роутер, тот, которому ты ее подключал. Камера установлена на улице, подключил ее по POE кабелем, все, сразу в домашней сети появилась в приложении. На видеорегистратор также я ее добавил. Работает с видеорегистратором XMI-евским по OnVIF протоколу. Управляется, зумируется картинка с видеорегистратором, мышью. Все я делаю. То есть универсальный вариант. Если хочешь с видеорегистратором ее использовать, 100% она будет работать. Видеорегистратор пишет по людям, по автомобилям, по животным, по всему, чему ты ее поставил. То есть камера просто дает команду, и видеорегистратор включает запись по этим объектам. Камера следит, зумирует те предметы, которые ты задал в настройках. Что здесь не очень удобно в приложении, могли бы, конечно, они сделать. Вот прошлая, например, камера, она там и низший ценовой диапазон, и не такие возможности. А значок слежения был. То есть включить слежение раз, выключить слежение два. Здесь значка такого нету. В этой камере все делается пресетами. Есть инструкция в комплекте на английском языке. В общем-то, здесь все идет подробно. Как подключать камеру, стоит изучить. На компьютере веб-интерфейс, как зайти по внутреннему IP-адресу. Вот. Ты можешь также с компьютера внутри сети камерой управлять. Вот. Русифицированный веб-интерфейс также показывал я вам на прошлой камере. Заходишь с компьютера, там все включаешь. А если удаленно на компьютер хочешь заходить, то P2P клиент скачиваешь, ссылка вот есть, где скачать его, устанавливаешь. И это из любой точки мира с ноутбука берешь и отслеживаешь камеру с компьютера. А основное, также немаловажное, табличка с пресетами. Читаем функцию, вводим номер пресета, и функция активируется или дезактивируется. Перевел я табличку, вам скину с переводом. Навел телефоном, сфотографировал, перевел, и, в общем-то, все понятно. Основное, что здесь? Ну, слежение включать-выключать. Можно и светодиоды включать-выключать. Такие все моменты здесь. Круизы различные, сканирование, там скорость переключать поворотного устройства. Вот различные здесь пресеты есть. Перевести можно делать. Камера многофункциональная, очень много у нее функций. Круиз на 10 секунд включить. Ну, то есть различные пресеты. Если с приложения, то заходишь в предустановленные положения, вот значок, и в эту строку вводишь пресет, который ты вычитал в таблице. 80-й – это включение слежения за объектом. 81 – это выключение слежения за объектом. Реальная Sony матрица, 8 мегапикселей, реальное разрешение. Микрофон также хороший, аудио хорошее, динамик мощный установлен, если хочешь что-то передать. Также классно. Вот так можно и приближать объекты. Очень быстрый зум, кстати. И быстрая фокусировка. Вот так вот удобно взять, пододвигать. Так это я в SD качестве, наверное, поставил. В HD качество совсем переходит. И по-другому смотрится все. Более детализировано.
И очень быстро автофокус отрабатывает. И, кстати, зум я посмотрел, специально проследил за работой варифокального объектива. 20 крат оптика работает, и дальше также работает оптика. До 30 крат работает оптика. Скорее всего, какие-то новые объективы они ставят, уже чисто оптический 30-кратный зум. И видно по его работе, по приближению, по картинке, что там уже не цифра, а именно оптика дальше приближает. После 20 крат также приближает оптика. Очень классно все работает. По настройкам все то же самое. Шестеренка заходите. Тут все понятно. Настройка беспроводной сети. Зайди, если хочешь переключать на другой роутер. Там все понятно. Изменение пароля. Управление сигнализацией и уведомлениями. Уведомления хочешь получать — включаешь. Имя устройства. Сигнал тревоги, обнаружение на экране. Чувствительность. Звуковая сигнализация. По звуку камера может по-резкому включать запись, вдруг что-то там, авария на перекрестке или разбили стекло в твоем доме. Идентификация. Вот уже добавилось и люди, автомобили, и люди, и животные. Сейчас у меня здесь стоит и по людям, и по животным одновременно. Автомобили ставил. Пытается, да, следить, ловить автомобили, приближать. Сейчас вот человека там, смотрю я, идет она. Ну, видео я куски вам повставляю. Человек идет, и она его приближает. Приближение. Но вот есть какие-то моменты, опять же, не поправляют они почему-то. Когда-то у меня по типу такой камера была на обзоре. Есть моменты, что теряется она. Теряет человека, не центр держит, а и отворачивается от него. Но в основном нормально. Ведет, приближает, до какой-то степени приближает. Распознать лицо четко можно, распознать номер автомобиля четко можно. Это та камера, которая именно средний ценовой диапазон. Это недорогой ценовой диапазон. Кто скажет там дорого, это недорого. Дорого — это за $1000 там и 10 тысяч долларов есть. И все остальное. Запись по тревоге на карту памяти, фото на карту памяти, если нужно, изображение будет тревожное присылать. На электронную почту, на FTP сервер, настройки все здесь есть. Простая настройка или по графику присылать вам уведомления. Все здесь полностью. Запись плана карты, какой поток писать на карту памяти и как писать. И включить и выключить запись. Вот. Можно включить запись на карту, можно выключить. Именно Камхай приложение. Настройка времени. Обязательно установите часовой пояс вручную. Выберите свой и нажмите «Установить часовой пояс». Камера перезагрузится, потому что время сбивается при синхронизации. Настройка к заводу сбросить, информация об устройстве и удаление устройства. Если хочешь кому-то продать камеру, отдать в другой аккаунт, удали, потому что человек не сможет ее к себе добавить. Карта памяти зайти. Что написала облако, файлы, которые ты сохранял, видео, фото еще нету. Именно если ты зашел и включил запись вручную. Так вот следит за человеком. Ну вот потеряла. Рядом когда идет, раз и потеряла, когда очень близко. Скорее всего можно скорость настроить, потому что как-то сильно плавно она работает, следит. Может, возможно, должна и резче работать. Веб-интерфейс камеры на компьютере, все настройки и просмотр в домашней сети по внутреннему IP-адресу. Управление, приблизить, отдалить, фокус подстроить, пресеты, установки. Все также ты можешь здесь сделать. Человека, кстати, определяет, вон аж в кустах прямо стоит человек, и не видно его глазу, но камера как бы его заметила, человека. Это ж надо такое. Настройки интересует и разрешение с возможностью уменьшения разрешения по максималке. 4К стоит. И смотрите, изначально стоит 8 кадров в секунду, поэтому зайдите, по заводу почему-то стоит 8. Давайте попробую 30 применить. Предупреждение, что только 25. Ну, Sony матрица именно EMX415, вот она, 8 мегапикселей. И 25 кадров в секунду. Второй поток также можешь настроить. Если нужно, можешь что-то изменить. Разрешение нужно применить. Все, камера даже не перезагружается. 25 кадров в секунду. Выходим опять на просмотр. Смотрим. Зачем-то следит она там.
в автомате работает. Заходим, да, 25 кадров в секунду сохранилось. Битрейт при этом также можешь менять, если нужно. Ну и все здесь остальное. Тревоги также по тревоге, по интеллектуальному распознаванию поменять. То есть, если удобно тебе с компьютера, камера работает себе, ты смартфон не открываешь, а вот зашел на нее в домашней сети и управляешь. Вот, по всем людям она шурует. На компьютере сейчас картинка, ну, во вторичном потоке. Отлично, камера отрабатывает днем, вообще без никаких вопросов. Не стоит ее, конечно, брать на малую территорию, на сильно маленькую. Не стоит брать. Это для большой территории камера, это дальнобойная камера. Даже вот моя территория, и то она полноценно на ней не отрабатывает, потому что, ну, мало ей места показать себя во всей своей красе. Если нужна тебе хорошая картинка, то можно взять с такой же матрицей камеру, только с другим объективом, с широкоугольным объективом, и как раз будет для твоей территории. Тут матрица Sony, все хорошо, отлично, но объектив дальнобойный, рассчитан на большую территорию. Слежение, ну, хорошее, плавное. Есть косяки, не без этого. Говорил я вам, что и дорогие камеры также имеют косяки. Вот бывают ложные моменты по слежению. За животными следит, очень понравилось. За животными прикольно, за собаками, за котами. Следит также, приближает их. По автомобилям поставишь, также будет следить по автомобилям и приближать их. Ну, то есть все эти моменты, все это работает. Но ночью ожидаемо классная также ночная картинка. Успел я вам снять видеообзор, когда нет уличного освещения. Фонари на улице не включены, камера сейчас полностью в темноте стоит. Нету никакой дополнительной освещенности, кроме редко проезжающих автомобилей. Отлично камера работает. В черно-белом режиме, в цвете все вам переставлял, приближал, старался где-то на чем-то сфокусироваться. Ночь — это тяжелые условия для камеры, а тем более для автоматического фокуса. Фокус старается, где-то что-то различает, можно сфокусировать внимание. В цвете также далеко, очень яркие такие, прямо ядовитые такие, немного синевой, правда, светодиоды. Светят очень далеко, просто на большое расстояние. В черно-белом режиме инфракрасные также очень яркие и на большое расстояние. Вот заявлено там около 100 метров ночной картинки. Ну, так оно и будет. Поэтому, кому такой вариант камеры нужно, смело заказывайте, ну, не пожалеете. Ссылки все оставляю в описании к видео, на Telegram, там, где я с вами общаюсь, на Telegram-чат, где общественный чат, также помогаем друг другу. Почта, кому удобно, пишите на почту. Ну и TikTok, также там видеоанонсы. Всем удачи, до следующих видео. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Впереди много интересных видеообзоров.